Не так давно, около 2 месяцев назад, мы выпустили вот это видео, и по его превью нетрудно догадаться, о чем мы в нем говорили. На тот момент, когда 14 января биткоин пробил 20 тысяч и экономическая обстановка в США двигалась в положительную сторону, биткоин действительно имел абсолютно все шансы, чтобы справедливо дойти до 30 тысяч долларов. Но после паники, блокировки бирж, запрета Binance USD, а также возврата высокой инфляции, мы получили коррекцию до 20 тысяч. Вот поэтому наши прошлые ролики были более скептические, уж тем более, когда за последние пару недель мы получили крупнейший банковский кризис со времен 2008 года. А самое интересное и для многих непонятное, как на этом фоне биткоину удается чувствовать себя как рыба в воде, пробивая 28 тысяч. Когда банки вливают рекордные 164 миллиарда долларов за неделю, весь мир готов платить ФРС, лишь бы сохранить стабильность доллара, и самые надежные швейцарские банки за день теряют 30% своего капитала. Благодаря такому росту биткоин-фанаты не перестают радоваться и говорят, что биткоин уделал мировую банковскую систему и ей пришел конец. И это дошло даже до того, что известные биткоин-киты начали создавать информационный шум различными вбросами, что через 3 месяца биткоин будет стоить 1 миллион долларов. В это хочется верить каждому, но давайте будем реалистами и просто разберем, какие перспективы ждут биткоин дальше. Сегодня мы пройдемся по всем важным экономическим новостям, проведем теханализ и, конечно же, подытожим важную вчерашнюю речь Пауэлла на пресс-конференции после заседания ФРС. Поэтому смотрите видео до конца, и вы узнаете, зачем ФРС вливает миллиарды долларов в банковскую систему, как это отразится на будущей инфляции, зачем мировые банки спасают доллар США, почему рынок альткоинов показывает слабый рост и будет ли стоить биткоин 1 миллион долларов через 3 месяца. Перед просмотром обязательно поддержите данное видео лайком, который вы можете поставить прямо сейчас. Это очень сильно влияет на скорость публикации новых видео. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Всем привет, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Из-за того, что сейчас мы наблюдаем огромные проблемы в банковском секторе США, а также Европы, ФРС решила объединиться с центральными банками различных стран, чтобы сделать самое главное, а именно удержать курс доллара, который сейчас стремительно падает вниз. Об этом мы писали в нашем телеграм-канале. Также в нем мы опубликовали главные тезисы со вчерашней конференции Пауэлла и прогноз на будущее. И, конечно же, абсолютно все самые важные события, связанные с криптой и не только, мы публикуем именно в Telegram. Поэтому рекомендую подписаться и каждый день знать, что происходит с криптовалютой. Так вот, давайте подробнее разберем, как весь мир пытается спасти главную резервную валюту доллар, а также банки США. Во-первых, нужно понять, что для этого делает сама Америка. А делает она все то же, что и в 2008 году. Печатает деньги. За последнюю неделю банки заняли 164 миллиарда долларов у 2 фондов ФРС. А это значит, что у банков серьезные трудности. За одну неделю данные ФРС показали 152 миллиарда долларов, взятых из так называемого дисконтного окна. Это когда банки берут деньги под залог ценных бумаг и облигаций, цены которых даже могут быть меньше, чем сумма заимствования. И чтобы вы понимали, насколько критической является эта ситуация, предыдущий исторический максимум таких займов составлял 111 миллиардов долларов во время финансового кризиса 2008 года. Из-за того, что ФРС занимается спасением банковского сектора и кредитует банки под более низкие проценты, это непосредственно влияет на цену доллара и инфляцию. Поэтому с середины марта индекс доллара стремительно падает до майских уровней 2022 года. Но чтобы обеспечить стабильный оборот доллара в мире, ФРС объявила, что объединяется с другими крупными центральными банками ЕС, Англии, Японии, Канады и другими. Для этого ФРС увеличит частоту долларовых своп-линий. Это фиксированный курс для обмена валюты между банками. И если раньше этот фиксированный курс был в рамках одной недели, теперь он может меняться ежедневно. Эти своп-линии позволяют иностранным ЦБ обменивать свою валюту на доллары из ФРС по рыночному курсу, а после возвращать доллары ФРС уже с процентами. Это сделано для снижения волатильности обменного курса и для избежания проблем с кредитованием по всему миру, ведь именно доллар – это главная резервная валюта. Но раньше, в 2008 и 2020 году, эти своп-линии были негативными для стоимости доллара, потому что ФРС все равно кредитовала банки под более низкие проценты. И такая же картина может произойти
произойти сейчас. А вот для криптовалюты это является максимально положительная новость, ведь увеличение частоты своп-линий привлекло внимание инвесторов на крипту, в которой многие решили застраховать свои деньги. И как раз таки падение стоимости доллара стало одной из главных причин, почему биткоин вырос до 28 тысяч долларов. На самом деле рынок акций и крипты всегда имел свойство двигаться в противоположном направлении доллара, то есть если доллар падает, акции и крипта растут. Это легко можно увидеть на графике корреляции. Например, когда в начале 2022 года ФРС активно начала повышать процентные ставки и делала кредиты более дорогими, фондовый рынок вместе с биткоином падали, а вот когда доллар дошел до пиковых значений и начал снижаться, держать наличные деньги стало невыгодно, особенно на фоне рекордного падения доходности гособлигаций и краха банковского сектора. Из-за этого миллиарды долларов направились в фондовый рынок, и небольшой кусочек от этого пирога перепал биткоину. А биткоин, в свою очередь, является зеленой лампочкой для роста всего рынка крипты, на котором сейчас каждый день можно наблюдать хорошую волатильность и зарабатывать на этом. Но чтобы это делать правильно и оставаться в плюсе, всегда нужно иметь качественную аналитику. Проще всего это сделать с подпиской Coin22 Pro. Подписка Pro позволяет каждому новичку или опытному трейдеру получать прибыльный анализ рынка от аналитиков Coin22. Подписка Pro работает уже более полугода, и за это время наши участники заработали не 0,1% прибыли, ведь формат работы очень простой. Например, недавно участники Pro получили шорт-сделку по Dogecoin. Они заранее установили все уровни, чтобы сделка автоматически открылась, а по достижению указанной цели закрылась в плюс, и она уже принесла от 35% прибыли, и таким образом зарабатывать может каждый из вас. А для новичков у нас продолжает действовать шикарный бонус в виде бесплатного обучения на старте, чтобы уже с первых дней начать зарабатывать. После процентных ставок ФРС рынок всегда показывает активное движение, поэтому не упускай такую возможность, а присоединяйся к подписке Pro по ссылке в описании и начни зарабатывать вместе с нами. Помимо того, что происходит с банковским сектором США, нельзя вспомнить, в каком состоянии находятся банки Европы, а именно Швейцарии. Ведь акции второго швейцарского банка Credit Suisse упали более чем на 30%. В надежде спасения данный банк получил помощь от швейцарского ЦБ в размере 53 миллиардов долларов. Но даже это не помогло, и акции продолжили падение, из-за чего другому крупному банку UBC для избежания тотального краха пришлось выкупать банк за 3 миллиарда долларов. И казалось бы, швейцарские банки, которые считаются самыми надежными в мире, могут на ровном месте терять 30% своей капитализации. Я не знаю, может и швейцарские часы тоже не такие уж и надежные. Тот факт, что банковская система рушится как карточный домик, эту тему активно начали обсуждать различные криптосообщества. И скорее всего вы неоднократно могли слышать, что банкам пришел конец, вся эта система посыпалась, а будущее только за биткоином. Сейчас биткоин является неким золотом, потому что в него также активно инвестируют во время падения доллара. Но сами понимаете, сказать, что банкам пришел конец и все деньги сразу же направились в крипту, будет совершенно неправильно. Банки – это неотъемлемая часть финансовой системы, и даже при введении так называемого цифрового доллара CBDC, о котором мы подробно говорили вот в этом видео, банки останутся выполнять свои функции, с которыми они сейчас, к сожалению, не справляются. Но вчера ФРС, даже несмотря на трудности банков, повысила ставку на 0,25%. В этом ничего удивительного нет, и все прекрасно знали, что ставку повысят, но реакция фондового рынка была максимально негативной, а все из-за речи Пауэлла на пресс-конференции. Джером Пауэлл сказал, что сейчас слишком рано говорить о том, какое влияние окажет банковский кризис в будущем, но он по-прежнему ожидает, что путь к мягкой посадке все еще существует. Главной его задачей было успокоить американцев, что их банковские вклады в порядке, вот только он не сказал, что ФРС продолжит поддерживать незастрахованные депозиты, а это важно, ведь большая часть вкладов были не застрахованы. Насчет будущих процентных ставок Пауэлл сказал, что их будут повышать столько, сколько нужно, и самым жестким ударом для рынков стало то, что никаких понижений ставок в этом году не будет, а это значит, что в ближайшее время ставки ФРС продолжат поддерживать рост доллара и оказывать сильное давление на акции и крипту. Проблемы с банками повлияли на стоимость биткоина, но, как вы прекрасно знаете, на рынке крипты люди очень любят покупать новости и различного рода слухи. Так вот, известные личности в криптопространстве активно манипулируют настроением инвесторов, чтобы
чтобы пампить цену биткоина вверх. Например, известный биткоин-кит Майкл Сейлор заявляет, что биткоин гораздо лучше, чем швейцарские банки, а также на этом банковском кризисе он активно продвигает мнение, что биткоин во всем превосходит банковскую систему. Зачем он это делает, понять нетрудно, если посмотреть на портфель его компании, в котором находится 132,5 тысячи биткоинов. В его интересах, чтобы биткоин покупали и его цена росла. А байка про то, что биткоин будет стоить $1 миллион через 3 месяца, которая активно обсуждается в Твиттере, особенно после того, как известный человек в криптосообществе поспорил на $2 миллиона, что биткоин будет стоить 1 миллион через 90 дней. Это же чистого рода манипуляции. Ранее о том, что биткоин будет стоить $1 миллион, говорила гендиректор инвестиционной компании Кэти Вуд. И благодаря этому информационному фону мелкие инвесторы с большим удовольствием покупают биткоин. И сказать, что его рост оправдан, сложно. Ведь при первой же серьезной коррекции эти мелкие инвесторы массово начнут продавать биткоин. Но вы обращали внимание, что больше всех растет именно биткоин? Рынок альткоинов как будто особо не интересует инвесторов. И это немного странно. Частично это связано с тем, что SEC не рассматривает биткоин как ценную бумагу, в отличие от остальной крипты, а значит запрещать его не будут. Но также это связано с тем, что после активного роста рынка альткоинов многие инвесторы зафиксировали свои позиции, получили стейблкоины, часть из которых отправили в биткоин, поскольку считают его более надежней. Но когда будущая обстановка на рынке станет более-менее понятная, может начаться сезон альткоинов. А теперь вопрос, насколько оправданно является цена биткоина на данный момент и будет ли она расти еще выше. С начала этой недели биткоин торговался в диапазоне от 27 до 28,5 тысяч долларов, и верхняя граница данного диапазона является сильным сопротивлением для битка, которое он пытается пробить несколько дней подряд. И вчера нам почти удалось протестировать новый максимум на уровне 29 тысяч, но после речи Пауэлла биткоин упал на 7% ниже поддержки в 27 тысяч долларов, после чего у трейдеров сработали лонг-ордера, которые сразу же начали откупать биткоин. Это нам дает понять, что уровень 27 тысяч очень привлекательный для многих инвесторов, но в то же время 28,5 остается жестким сопротивлением. И на данный момент биткоин консолидируется после 40% роста, потому что RSI показывает дикую перекупленность. Поэтому пробой одного из уровней этого диапазона укажет нам на будущее движение. Если нам удастся пробить 29 тысяч, то биткоин с легкостью дойдет до психологического уровня 30 тысяч долларов, который станет следующим сопротивлением. Но если мы потеряем поддержку 27 тысяч, то следующей поддержкой будет 24 тысячи, и это вполне вероятная картина после вчерашнего повышения ставок. С технической стороны биткоин выглядит именно так, но самое главное, что сейчас движет ценой биткоина, это обстановка с банками, дешевый доллар, а также инфляция с процентными ставками. Ведь если мы возьмем тот факт, что страны помогают ФРС увеличивать оборот наличного доллара, то похожая ситуация была во время пандемии в марте 2020 года, и это привело к тому, что индекс доллара вырос выше сотни, а биткоин упал более чем на 50%. Хоть ФРС и продолжает вливать миллиарды долларов в банки, Пауэлл и Джанет Йеллен говорят, что все ок и наша финансовая система крепче всего на свете. И если это действительно так, то первое, что мы увидим, это то, как начинают работать процентные ставки, смягчается ли нагрузка на банки и доллар начинает расти. А это в свою очередь будет негативно влиять на биткоин, так что обратите на это особое внимание. И напоследок хочу сказать, что все только начинается. Да, март был далеко не легким месяцем, но поверьте мне, дальше нас ждет апрель и настоящие проблемы всплывут именно там, особенно после ИПЦ, потому что напечатать более 200 миллиардов долларов без каких-либо последствий нереально. Вероятно, мы снова увидим возвращение инфляции, для решения которой потребуются высокие ставки ФРС, а также больше времени, за которое фондовый рынок и крипта продолжат испытывать сильные трудности. Если вы видите эту ситуацию по-другому, двери в комментарии всегда открыты. Пишите ваше мнение, общению будем только рады. А чтобы продолжать оставаться в курсе всех событий, мы вас будем ждать у нас в Telegram. Поддержите ролик лайком и колокольчиком, увидимся в следующем видео. Всем пока!